Джейсон Вукович родился 25 июня в 1975 году в штате Аляска. У парня было трудное детство, поскольку его биологический отец никогда не участвовал в воспитании сына. Позже его мать встретит и выйдет замуж за человека по имени Ларри Ли Фултон, который был преданным христианином, или, по крайней мере, этот человек утверждал так. Возможно, единственным христианским поступком, который сделал этот человек, было законное усыновление Джейсона как своего собственного сына, когда ему было 4 года. Когда мать Джейсона вышла замуж за Ларри, все изменилось. Семья стала очень религиозной, они стали посещать церковь несколько раз в неделю. Но их дом был совсем не традиционным христианским домом, поскольку Ларри подвергал Джейсона и его брата психическому, физическому и сексуальному насилию. В какой-то момент избиения стали невыносимыми для старшего брата Джейсона, поэтому его брат убежал из дома. Это было разрушительно для Джейсона, которому в то время было 13 лет, и юноша почувствовал, что брат бросил его. Во время избиений его брат всегда первым принимал побои в надежде, что их отец слишком устанет, чтобы ударить Джейсона, но теперь юноша был совсем один и должен был справиться со всем гневом насилия своего отца в одиночку. Хотя казалось, что никто на самом деле не искал его брата, и с ним обращались как с очередным беглецом, в конце концов, полиция его задержит. Он будет арестован за мелкое преступление, и именно тогда брат Джейсона признается полиции в растлении и физическом насилии, происходящих в их доме. В результате их отцу было предъявлено обвинение в жестоком обращении с несовершеннолетним в 1989 году, но мужчина согласился на сделку о признании вины и не стал отбывать тюремный срок. Ларри даже разрешили вернуться в дом, где все еще жил Джейсон. По словам Джейсона, после этого никто из правоохранительных органов или служб защиты детей даже не приходил проведать семью. Мать и отчим Джейсона решили начать новую жизнь, где люди не знали, что Ларри был монстром. Они продали свой дом и переехали в другой район. Было принято решение обучать Джейсона дома, чтобы он никому не мог рассказать их маленькие грязные секреты. Опять же, Джейсон утверждает, что не было никаких последующих действий, периодических проверок и консультаций по поводу травмы, которую он получил в результате жестокого обращения, поэтому насилие и растление продолжались. Когда парню исполнилось 16 лет, он больше не мог этого выносить и решил сбежать, как и его брат за 3 года до этого. У него было немного денег, накопленных с подработок, которые он брал, чтобы не возвращаться домой. Однажды ночью он вылез из своей спальни, чтобы посмотреть, заметят ли его родители, что он ушел. На следующее утро он прокрался в свою комнату, чтобы забрать что-то из своих вещей, и обнаружил, что его родители оставили ему мусорный мешок на крыльце их дома, в котором была какая-то маленькая часть одежды парня. Его родители отказались выдать ему водительское удостоверение и карту социального страхования. Джейсон решил взять те небольшие деньги, которые у него были, и переехать в штат Вашингтон. Но, находясь там, он вскоре оказался без денег и без удостоверения личности, поэтому он не смог устроиться на нормальную работу. Парень стал искать различные подработки, но в конце концов он решил заняться мелкими преступлениями. Всего через 5 месяцев после прибытия в Вашингтон он был арестован полицией. Он провел 9 месяцев в заключении для несовершеннолетних за кражу и подделку чеков. Когда его выпустили, он оказался в той же ситуации, в которой находился до ареста. У него все еще не было денег на еду и жилье, и он категорически отказывался вернуться домой, поэтому юноше пришлось вернуться к жизни воровства. В 2008 году Джейсон решил вернуться домой на Аляску, чтобы наладить свою жизнь и начать все сначала. Но вместо этого он продолжал оставаться преступником и оказался в тюрьме за кражу кредитных карт. В 2016 году начнутся события, когда Джейсон станет тем, кого люди назовут «Мстителем с Аляски».
До Джейсона стали доходить слухи, что в районе были дети, которые сообщали о том, что к ним приставали люди, занимающие руководящие должности. Из-за детской травмы прошлого Джейсон пришел в ярость и был полностью одержим идеей каким-то образом дать отпор и отомстить за свое детство и детей, которым в настоящее время причиняют боль. Именно тогда он начал изучать реестр сексуальных преступников Аляски, который является общедоступным. У Джейсона был блокнот, который он повсюду носил с собой. Он был заполнен именами сексуальных преступников. Среди этих имен были Чарльз Олби, Андрес Барбоза и Уэсли Демарест. Первым человеком, на которого он нацелился, был Чарльз Олби. Утром 24 июня 2016 года он постучал в дверь 68-летнего Чарльза. Когда Чарльз открыл, Джейсон втолкнул его в дом и приказал ему сесть на кровать. Затем он несколько раз ударил его, сказав ему, что нашел его имя в реестре сексуальных преступников. Он фактически ограбил Чарльза, взял немного денег, вещей и ушел. Всего несколько дней спустя Джейсон нашел дом, в котором жил 25-летний Андрес Барбоза. На этот раз он взял с собой молоток и 2 женщин-сообщниц, чтобы задокументировать инцидент на камеру. Он постучал в дверь и вошел в дом, когда Андрес открыл. Он усадил его на кресло, ударил его по лицу, а затем пригрозил разбить его голову молотком. Все это время одна из женщин снимала все происходящее на свой мобильный телефон. Затем они ограбили его дом и украли его автомобиль. Последней жертвой Джейсона стал 68-летний Уэсли, который был осужден за попытку сексуального насилия над несовершеннолетней. До освобождения он отсидел всего 9 месяцев в тюрьме. На этот раз Джейсон не стал стучать в дверь, вместо этого он разбил окно дома и пролез через него. Сосед Уэсли по комнате услышал шум и пошел будить его, однако было слишком поздно. Джейсон стоял позади него и заставил выйти из комнаты, чтобы он мог справиться с Уэсли самостоятельно. Как и раньше, он сказал Уэсли сесть на кровать, однако Уэсли сказал «нет». Джейсон спросил его, является ли он зарегистрированным сексуальным преступником, и он ответил «да». Затем Джейсон спросил Уэсли, считает ли он, что он заплатил за свои преступления, и он ответил «да», на что Джейсон ответил «нет, ты недостаточно заплатил за это». Он снова приказал Уэсли сесть на кровать, но тот отказался. Поэтому он сказал Уэсли встать на колени, и снова Уэсли отказался. Именно тогда Джейсон полностью сорвался и начал бить Уэсли молотком по голове, при этом, как сообщается, он сказал «Я ангел-мститель, я собираюсь вершить правосудие для людей, которым ты причинил боль». Джейсон избивал мужчину, пока тот не потерял сознание, затем он украл некоторые предметы, включая ноутбук, и убежал с места происшествия. К счастью для Уэсли, он пережил атаку и смог позвонить в экстренную службу, когда очнулся на полу. Полиции не потребовалось много времени, чтобы найти Джейсона, он вообще не ушел далеко. Они нашли его чуть дальше по дороге, сидящим в машине. У него были с собой все улики, кровавый молоток, ноутбук, который он украл, а также блокнот, который он всегда носил с собой, в котором были имена сексуальных преступников, включая 3, на которых он напал. Он был арестован на месте и обвинен по 18 пунктам обвинения в нападении, ограблении и краже со взломом. Первоначально он не признал себя виновным, однако он решил заключить сделку о признании вины, чтобы снять некоторые обвинения. За свои преступления он был приговорен к 28 годам тюремного заключения. За год до вынесения приговора Джейсон написал письмо в местную газету, где рассказал о травме, которую он испытал в детстве, когда его отчим приставал к нему и физически издевался над ним. Он рассказал о том, как это повлияло на его жизнь и его действия, и побудило его напасть на 3 мужчин. В октябре 2020 года Джейсон попытался обжаловать свой приговор, заявив, что его посттравматическое расстройство, вызванное многолетним насилием, должно было стать смягчающим фактором в его деле, однако его апелляцию отклонили. Его адвокат сказал: «Я не думаю, что его нужно наказывать. Он уже наказан, все это началось как наказание ребенка, который не заслуживал такого обращения».
Хорошей новостью здесь является то, что согласно сообщениям в социальных сетях, Джейсон наконец получает помощь, которую он никогда не получал в детстве. В сентябре 2021 года он начал терапию от посттравматического стрессового расстройства. Трагично, что мужчине пришлось ждать, пока его посадят за решетку, чтобы получить лечение. Его последняя жертва, Уэсли Демарист, в интервью сказал, что у него черепно-мозговая травма от неоднократных ударов молотком. Ему трудно составлять слова в предложение. Он потерял работу и больше не может платить за аренду дома. Многие люди считают, что жертвы Джейсона заслуживают такой кармы за свои прошлые преступления. А что думаете вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого!